Ты меня non tomo nya ga ye ni lengero non tomo nya ye Вернее, это тебе посылку отправили с Устева. Вон там. Давай. Ты мне подашь? Ага. Бери его. Сейчас еще. Адуська, это что доводишь? Я тебя думаю. Меня зовут Денис Теребихин. Я бывший директор школы Волочанской. А сейчас я, не поверите, единственный в России начинающий овцебыковод. Так, все. Культура. Культура питания. Никто не жадничает. Последняя упряжка на Таймыре, кстати. Больше нет ездов упряжек. Держим с женой для того, чтобы детей катать, учить ездить. Плохо поселке собакам, конечно. Люди обижают. Ну, точнее, люди не обижают. Не люди обижают. Надо в тундру уходить с ними. А 7 лет назад я приехал в Волочанку, получил назначение стать директором Волочанской школы. И я приехал буквально на короткий срок вместе с женой, с моей, с Долганкой, с Настей, выполнить эту задачу. И вот, как это обычно бывает в нашей жизни, остался здесь. Теперь уже получается навсегда, судя по тому, что мы здесь строим и открываем ферму овцебыков. У Волочанки был такой имидж, я так скажу, суровый имидж, брутальный. Многие люди сюда ехать даже боялись. Бывало, люди приезжали и до следующего вертолета сразу улетали. Я человек, который был в очень многих даже и странах мира, и поездил, и повидал. Я пришел к выводу в определенную часть своей жизни, что нет смысла никуда больше ехать, и надо создавать то, что ты хочешь, там, где ты находишься. В любом месте можно создать то, что ты хочешь. Вот я не мог бы создать нигде, ни в Норильске, ни в Москве ферму арктических быков. Ну, не мог бы я создать. А здесь это возможно. Самое главное в поселке для мужчины дома — это следить за печкой. Потому что дома старые, ветхие, выстужается дом быстро. Поэтому надо вовремя заготовить уголь, чтобы он был топим углем. И смотреть, чтобы она не остывала. Потому что если запустить,
Проснешься утром, дети могут простыть, например. Ну а второе по важности дело – это вода. Если дома нет воды, то есть когда ее привозят в любой мороз, минус 50, при температуре, хватаешь ведра, затаскиваешь из бочки в бочки в дом, не будет воды, ну сами понимаете, не покушать, не помыться, не постираться. А моя жена сказала просто: не будет у меня воды, я от тебя уйду. Поэтому вот печка и вода. Два самых важных для мужчины, для мужской заботы мероприятия. Белый снег, черный лед на растрескавшейся земле. Теребихи написали вот этот проект, создали студию музыкальную «Даргон». Ну, как-то выбрали именно эту песню, чтобы перевести Цоя. Чайкакар, боромбус, камальдяма тальдяма тхирге, хамылык так хорган кардык, олак арок tümüge. Ologunun bılatlar barallar, kalın hırdığın havallar. Olak ürdütügür hahıl borum, olak ikketi hiç adillak. Olur but hulus otu var gün. Ата каллар. Вот как-то так. Своим родным поселком я считаю Волочанку. Здесь мне все нравится, здесь все мое родное. Мне нравится наше лето, несмотря на злющих комаров. Мне нравится, что у нас солнце не садится, оно так прокатывается по горизонту и вновь поднимается. Это же замечательно. Вот скоро вот у нас, вот они, последние лучи солнца. Через 2 недели оно нам покажется ненадолго последний раз, а потом начнется темные ночи. Скажите, вот можете про Дениса Теребихина рассказать, вообще про всю эту семью? Как она приехала, тут у всех взбаламутила? Но не так, чтобы мы совсем уж спали. В одном из своих постов он сказал, что чересчур убивают диких оленей у нас тут. Ну, наши мужики, они этим живут. И поэтому все обратили, вот то, что он написал этот пост, и все обратили на это внимание. И поэтому, может быть, все и окреслись на них. Они фантазеры такие. Они мечтают, а у них физически не хватает на все времени. Им надо и тут успеть, и там успеть, и это сделать. Ну, это как-то так.
Ну, вот я смотрю сейчас, вот эти вот, то, что они овцебыков сейчас заведут, это же, ну, как бы, это же живые. Они будут все отнимать. Время, деньги, все будут отнимать. Когда-то мой брат убивал овцебыка. Я ела. Он такое довольно жесткое такое мясо. Даже когда его накрутишь, как фарш, фарш даже такой жесткий, туда надо было очень много всего добавлять, чтобы помягче стал фарш. Очень много. Очень жесткое мясо у них. Я вам скажу. Я пробовала. Лучше всего горит советская старая пресса. Современные журналы для жизни в Арктике вообще не подходят ни для чего. Ни читать невозможно, ни в хозяйстве применить. В замок попала вода, там застыла. Соответственно, надо замок отогреть. Здесь мой кормилец, снегоход Ямаха Витязь. Их уже сняли с производства, это старая модель считается. Но у меня он в очень хорошем состоянии. Стоит в гараже. В основном у людей стоят здесь на улице, потому что построить гараж — это большая-большая проблема, потому что ведь материалы и вообще. Вот должностное лицо, заместитель директора фирмы. Через 2 дня будет. Поселок приезжает. А тут рядом поселок. Они сейчас за вами побегут. Он сам просит. Алло? Все, давай. А пошел ли он вообще? Держись там. Тут мягенько, только держись, пристарайтесь. Устраивайся. Я не буду устраивать веревку. Вот, за 2 резинки придерживайся. Это потихоньку поедем. Все, Ермил, держись. Я сказал он. Я У такой. него еще с собой водка, но он у меня только завтра дойдет. Завтра. Подвиньтесь, подвиньтесь. Подвиньтесь, ага. Лучше вот так вот. Ой-ой-ой. Сарай для
Они будут заходить от ветра, прятаться, пока еще маленькие телята. А так они, здесь еще будет корм находиться для них. Вот, а потом, скорее всего, он уже перестанет для них быть актуальным. И им уже не нужно будет. Нужно было бы это подпилить машинку. А? Вот это нужно было подпилить, чтобы она жила. Дальше. Найди, поставь. Как? Он наверх подойдет. Все, молчу, я молчу. 70 градусов. Чай-то мне налили, нет. 402 Дорогой. секунды широты и 0,94 Нет, градуса, я могу 46 и- минут, Ну, 165 там секунд чисто. восточной долготы. По этой пробе отдельно хочу Аккуратно отметить, себе налей половину, чтобы не пролить. Я тебе насыплю сахара. Я кофе. понял. Только аккуратно. Да, и налево. оставляет маслянистый след. О, осторожно. Знаю, бля. Просто солярка откровенно. Я вот что-то не догадался спичку туда бросить, блядь. Может быть, эффектно было. Полную. Не-не, Просто вонь идет и все. на, держи. Чай. Чай. А он поехал первый раз участковый, взял пробу, приехал на Бархатово, и сверху, где травка растет, это сам в пакетик положил, ну, верхний слой, сам вверх, и сдал на экспертизу. Сахару Экспертиза сама. говорит, ну, отличная земля, что прекрасно, Сахару растительно, сама. все хорошо, Где какие можно? проблемы, то есть, Да. да там же, ну, понятно, что годы прошли, слой-то образовался верхней почвы, Дорогой! а там соляры кругом, причем поля такие, там, на сколько-то километров, не знаю, квадратных. Юка, пару ложек дайте мне, пожалуйста, сахару. Ты где, на берегу? Да, от берега прямо. А там летом, там с чего история началась? Приехали ученые оленей кольцевать. Давай. Осторожно, горячая. И стоят этих оленей, значит, там ждут, Баба, ошейник повесить. бери Что тебе надо, скажи? сахару. Делаю. Стоят и ждут. И видят на воде разводы ГСМ идут от берега так вот. Ну, немного, но так видно. Они подошли к берегу, там же обрывистые. Руками берут эту почву, а она пахнет и, ну, след оставляет маслянистый. Чиной То есть получается, это вот с места заправки, сколько метров, земля пропиталась на, ну, приличную глубину, не знаю, не бурили. 800. И она выходит сквозь, вытекает в реку, получается. Когда вода поднимается весенней, ну, половодье, то есть оно все это в реку каждый год подмывает. И так уже сколько? Сколько лет? Много лет. Дорогой, И все. А все вроде говорят, что все хорошо. Все прекрасно. Там Михаил Иванович там интервью дал, что все замечательно, я там работал, там все идеальная природа, все там классно вообще, чудесно. Там Ну кроме, ничего. кроме лимонада ничего никогда не было. ну и Держи. окей. Ниже Бархатова там. Песчаные, Выше Бархатова. коса там стояли, экспедиция базировалась. Ну, Вообще масло. 8. Дайте, вот сейчас начали рассказывать, все же молчат. Геологи тоже вот тут, там стояли, сям стояли, что все молчат? Побросали там, говорят, и бочки, и мусор, и все на свете. Вот эти Там рядом с нами вообще крутятся. вешалки. Все как бы все довольны, всех все устраивает. Вот. Все уже привыкли. Да, ты видел, да? Помойку-то нашу. Иди, мать. Я не знаю, я не хочу, чтобы здесь была соляра. Слава, поедете, там целая база стоит. Я Бархатов Александр Ермилович, бывший рыбак-охотник. Ну и все, пенсионер. Ну, могу наперед узнать, что сегодня произошло или произойдет. Ну, это я пургу увидел, сказал им. Ну, пурга-то в натуре идет, да? Идет.
Только здесь в лесу ее незаметно. Птица шаманница. Ну и все. Иногда угадаешь, но болеешь. Но это не болезнь, это наследство. Ну, должен был я быть им, но не стал и не буду. Это страшная штука, тяжелая и страшная. Лучше туда не влезать вообще. А когда вы пьете, совсем этих снов нет? А сбивается. Сбивается, конечно. Это хорошо спится. Зато я не больной стою, а здоровый как бык. Само собой гуляла ночь карнавала. Я подошел почти нашептал, наебал, она манила. В космос улетели на космическом корабле, там маятник сделать не получится. Почему? После нет равновесия. Да, притяжение. Притяжения нету, там нет вообще ни верха, ни низа у космонавтов. Они там, чтобы ориентироваться, в одно место такой ковер прибивают, чтобы психологически было удобно, что это пол. Вот и все, на сегодня физики хватит. Теперь у нас МХК. Это то, что мы на том уроке не успели доделать. Поэтому мировая художественная культура. Нет, по Корану. Коран — это книга святая, которая расписана, как жить, там, как жениться, как разводиться, как там наследство распределять, кому сколько полагается. Там. Все в подробностях расписано. Любая религия, она приспособлена на то, что те люди, которые ее исповедуют, у них как бы получается, во-первых, дожить до старости, да, во-вторых, там оставить своих детей, внуков, там, успешно размножаться. Если тебе религия не помогает выжить в окружающих условиях, то это плохая религия, ты просто умрешь, и дети твои умрут. А если я не верю ни в Бога, ни в... Значит, ты должен пользоваться какими-то другими достижениями, там, например, науки и техники. Если тебе там Бог не дал, например, не послал на охоте рыбы, да, значит, тебе там должны послать менеджеры, не знаю, в магазин той же самой рыбы, ты пошел и купил. А если я буду себе поклоняться? Ну, посмотрим, к чему этот нарциссизм приведет. Попробуй, поставь эксперимент. Дети твои там расскажут, чем ты закончишь, если дети будут. И дети мои будут мне поклоняться. Пускай. И правнуки, и внуки. Пускай. Без театральности, Миш. Зовут меня Рубан Артем Владимирович. Приехал сюда из города Тольятти, Самарская область. Сначала в шутку отправил свое резюме, вообще ни на что не надеясь. Повторюсь, это было как шутка изначально. Но потом дело приняло серьезный оборот. Предложили приехать. Вот приехал, работаю. Поначалу, как приехал, мне казалось, что Волочанка — это такой космический корабль, который летит к какой-то другой звезде. Потому что связь с внешним миром, вот раз в неделю вертолет прилетает, все, отсюда больше никак не выбраться и не добраться. И вот здесь варится все как в таком собственном соку. Здесь население — примерно 500 человек. Они все друг друга знают. Никаких тайн здесь нету. Здесь вообще проблематично какой-то секрет сохранить. Если ты учитель, за тобой наблюдают всегда. Тем более, если ты приезжий. С тобой всегда смотрят. Даже сквозь стены, там, сквозь окна могут подглядывать, вплоть до такого. В первую очередь преподаю физику и астрономию, потом ОБЖ, технология. Также при этом приходится вести еще изобразительное искусство,
у младших классов, а у старших классов мировую художественную культуру. Вот, если есть возможность, например, театральную постановку показать на уроке МХК, или даже фильм там поставленный по Шекспиру, они его не прочитают, так хотя бы посмотрят, будут знать, о чем там. Вот Ромео и Джульетта их больше всего цепляет. По факту Ромео и Джульетта. Отелло вообще им не нравится, не заходит. Король Лир, вот так, кому как. Вот, остальное их не трогает, в принципе. Это как бы очень далекие для них темы, получается, там в основном борьба за власть как-то идет. Ну, нет у них ни любопытства к этому, ни откуда там почерпнуть примеры какие-то. Все-таки доделали мы забор. Хоть какая-то на натуре у поселка будет гордость, а Цыбыкин. Ну как мне жена, ну как жена, будущая жена, женюсь уже. Позвонила, сказала, все, родила. Я дома с пацанами посидел, обмыл нормально. Родила сына 350, назвал Елизар. Ух ты, ничего себе имя. Круто. А почему Елизар? Ну понравилось мне имя. Я хотел сначала назвать Андрюха. У меня друган был Андрей. Умер просто, повесился. Говорят, типа, нельзя называть Андрей. Там, типа, повторить судьбу его, то все. Сейчас сказали, что по ушам ездит, там все. Уже сколько лет прошло. Но второго точно назову Андрей. Хочу отправить сына в кадетское училище. Исполнилось 7 лет. Ничего, перетерпим. Меня хотели отправить, мама с бабушкой не дали. Иди выгони-ка. Говорят, маленький там, то, сё. Ляля. Не отправили. Не повезло мне. Я сына, не. 2-го родим, 3-го, 5-го, 10-го. Я своего сына хочу, я хочу хорошее будущее. Хочу отучился, чтобы дорога была открыта на все возможности. Не знаю, мне уже рано к чему-то стремиться. Так и продолжу. Охота, рыбалка. Не знаю, Володя. У меня сейчас сестра учиться полетела. Сейчас ради нее, ради сына, у меня вторая сестренка есть. Вот ради них только буду работать. Папы. Папу люблю сильно очень. Хороший он у меня мужик. Ну, ворчит много только. И мама хорошая. Очень даже. О, плохо, когда называют меня лялькой. Прикинь, да стоишь среди пацанов. Ляля-ляля. Мама, ё-моё, давно не ляля. Хорошо, хоть сегодня сказала, что я не ляля. У нее появилась новая ляля. Мой сын. Сейчас вырастет сын. Пускай летит, ничего страшного, перетерпим. Отучится в кадетском училище. Поступит куда-нибудь. Появится возможность, то, что я упустил. Я сейчас сам понимаю, что я много чего упустил. Я даже сейчас могу пойти учиться, то еще поступить туда-сюда. Но не могу. У меня мама, папа, Машка учится, Аленка учится, жена появилась. Мне работать сейчас надо. Мне главное деньги. А когда учишься, ты тянешь деньги, да? А сейчас нам просто их зарабатывать. Не знаю, Мишаня. Все равно трудно эта жизнь. А раньше думал, вырасту, будет легче. А сейчас понимаю, что оно много тяжелее. Лучше быть далеко в детстве, чем взрослым. О чем мы раньше думали с пацанами? Гуляли возле балков. Думали с пацанами. Бля, сейчас пацаны, вырастем, будем сами сигареты покупать там, то есть. Да ну его. Нахрен это не нужно. А лучше вернуться в детство, в садик. Мог бы поменять что-нибудь, я бы поменял бы. Может, изменил бы жизнь насчет Андрюхи. Брат, ну как брат, друг. Почти как брат. Папа сыном называет его. Ну, когда живой был, называл.
сейчас потяжелее стало. А с каждой 10-й тебе в глаза скажет: брат, брат. Привет! А так, что, прижмет, подойдешь к этому брату, который тебе сказал брат, скажет: братан, я занят, братан, не могу, братан, страшно. А по пьяни, бля, любой скажет: братишка, за тебя жопа порву, там на все готов, ебать, город свернуть. А трезвому подойдешь, как я мог к Андрюхе подойти. Скажешь: пойдем так и так разберемся, поможешь, братишка. Он говорит: базара мало, пойдем. Пошли, одному ебальник набили, кто на меня дернулся, второму ебальник набили, кто на него дернулся. А сейчас уже не то. Есть у меня сейчас 4 друга. Косой, моряк, пернатый и ежик. И Орван. Урван — это уже я. 4 друга и все. Он как тоже ежик. Никто не заслужил еще второй очереди. Был у меня Андрюх, да, Саня? Хороший пацан был. Спокойный, да. Ничего. Пацан, здесь. Перед смертью, да, вместе пили. Долго себя винил. Потом понял, что я не прав. Сидели сначала у меня дома. С Андрюхой. Я, Андрей, Артур. Давай выпьем, пацаны, говорю, пивка. Давай, хули тоже довольный, хули малолетки. Пивка попили, хули, моих-то дома не было. Ушли дальше там, по поселку, шарахаемся, там бухнули, я уже все, я чувствую, что я уже вообще етерик. Ну, пьяный по Долганскому. Андрюхе говорю: Андрей, говорю, что, пойдем, говорю, до меня. У меня типа ночевать. Ну, друган же. Пойдем, говорю, до меня ночевать. Он говорит: не, Денис, я еще попью и приду. Говорю: хорошо, ладно, давай, ага. Ничего такого. Ушел домой, просыпаюсь утром с бадуна. Мамка ворчит. Говорит: Андрей повесился. Ну, как мамка сказала? Мамка ворчала, сестры сказали. Вообще не мог успокоиться. Батя с дядей мы, ну, как выпили. Дядька подходит. Дениска, успокойся, типа, на, выпей. Говорю: нахуй, ничего мне не надо. Не мог я успокоиться просто. Я не верил просто. Там на натуре узнал. Так плохо мне было. Считай, брата потерял. Мы же в могилу попали. Наши. Не хочу я больше брату или другу могилу копать. Не хочу, это очень стрёмно. Очень-очень стрёмно. Пацаны говорят: давайте, парни, соберемся на вино. Хули пацан был лет 15-14. Ага, хули все пьяные, ага. Когда дело дошло уже, когда хоронить. Смотрю, все молчат. Да это ничего страшного. Мне не жалко ничего, конечно. И наоборот приятнее. Папой поговорил. Анна Алексеевна отправили на вертолете венок. До сих пор стоит. Бля, Володя, давай, включай. Нет, вот так. Вот так. Он еще с другой стороны. Я тоже хочу. Балтатине, ты нурме. Заходим. Идем за лаку. Здорово. Здорово, няня Тота. Нурме. Мама Надя. Сюда идите, подходите ко мне. Сегодня мы будем говорить о тундре. Как жили раньше в тундре. Бабушки, дедушки, прабабушки. Вон там урум, сейчас на них. Садимся на стульчики. Ладно, до лаку. Ладно. Идем до лаку. И это национальность наша называется Нганасани. Народ дня.
Ганасан. Раньше в тундре жили в балках. Вот такой балок. Это банка. Банка. Нормальные люди жили зимнее время года, зимой, что было тепло, там и печка у нас. Там на Нелыде. А летом в тундре жили в чуме. Алты самирмия. Алты. Ири. Имиди. Аба. Идя. Алты банса. Банса. Сармауна банса. Танца. Банса. Аня. Танца. Это вся семья. Бабушка, дедушка, мама, папа. Смотрите. Аллах у него маленький, вон, смотрите, в люльке. Ребеночек маленький. Маленький мальчик. Вот. Он хотел танца. Ага, танца. Дня танца. Ганасанская семья. Мы откуда узнали, что это ганасанская семья? Потому что они носят палки. Парки, конечно, ганасанские парки. У нас в поселке Волочанки жила женщина многодетная, очень хорошая, добрая. У нее было 8 или 9 детей. Вот она, это Надежда Турдагина Кайбуреевна. Сейчас ее с нами нету. Вот ее семья вся. Вот ее сын. Сейчас он охотник-рыбак. Турдагин Ростислав Нюгумякович. Трамп суперпрезидент. Меня зовут Ростислав, я по национальности ганасанин, живу на Таймыре, занимаюсь традиционными видами деятельности. С сентября по середины октября занимаюсь рыбалкой, потом постепенно перехожу на охоту. И так до начала декабря. В городе мне жить очень некомфортно. Отвести душу приезжаю именно в тундру. Чем старше становишься, тем больше тебя это тянет.
Здравствуйте, магазин Татьяна Антонова. На побережье, во Владивостоке солнечно, без осадков, без потепления до плюс 15. Далее Татьяна тоже тихо, безоблачно и тепло для середины октября. Благовещенске плюс 10, Чите плюс 7, у нас там подмораживает. Такая же спокойная погода и с другой стороны Байкала, вблизи центра антициклона, в Иркутске днем плюс 10. Но в южных районах Красноярского края под натиском северного ветра температура понижается и даже днем здесь всего плюс 3. В Новосибирске не выше плюс 5, но буквально в 600 километрах западнее продолжается бабье лето. В Омской области около плюс 15. На Урале, в Челябинске доходит до 17 лет в южных районах, а вот на севере даже... С икрой. Икряная. Рыбалка, охота на оленя, после Нового года охота на волков, ну вот так, потом на гуся. И, скажем, каждый год, вот, ну не одно тоже, она как бы все равно как-то по-другому. Как бы олень может прийти с другой стороны, олень может прийти, допустим, одни быки рогатые, а бывает, что придут и одна мелочь, там важники с телятами. Ну, как ты думаешь, дальше люди будут продолжать жить в тундре? Ну, я думаю, что будут, но уже как бы не так будет их много уже. Как бы уже, ну, по-моему, цивилизация берет свое, где удобнее жить, легче, а не там. Иди захватывай больше. Ну и вот так вот. Моя забота. Тебе нравится новая борода? Да. Точно? Не надо сбривать? Нет, здесь вот я уберу немножко. Может, такой большой отращивала, как у папа? Лопатой? Вот так вот. Как у Деда Мороза? Все? Все, спасибо. Я затоплю тебе печку. Дома старые, ветхие, рушатся, разваливаются. Дети местные там лазят, раскалывают на щепу, на растопку, других дров нет. И продают, подрабатывают честным трудом. Все достояние, что было построено в Советском Союзе, расходится на щепу и на растопку. Уголь этот вот ферканский, слава богу, что его больше не будут возить. Сейчас будет другой марки уголь, говорят. Это у нас хвосты Норильского никеля. Уголь негожий, но они его сумели пристроить к государству. Горит не очень, отход большой, содержание серы громадное. Мы из-за этого угля здесь живем, как в Норильске. Сера, содержащая в трубу, отсев под ногами, дожди, вода, снег, сера плюс вода, слабый раствор серной кислоты. Вот и живем в тундре в растворе серной кислоты. От Норильского никеля и сюда дотянулись. А дети наши кто? Дети Долгана. Мика всем рассказывает, что мы Долганы. Папа, ты тоже скоро будешь Долганом. Она сказала. У меня вот глаза уже все так подходят. С утра особенно, Долган тоже.
Ну, дальше сказал, папа тоже будет Долган. В поселке я разговариваю с женщинами, которые понимают и говорят, со стариками на долганском языке. Муж говорит, с детьми говорит, всегда на родном языке. В отпуск поехали в город, ну немножко, перешли на русский язык. Вот так дети мои понимают. Некоторые слова даже не знают, как произносится по-русски. Красный. Вова не знает, что красный цвет по-русски. Говорит кахыл, кахыл. Вот такие простые вещи. Коробка из-под холодильника тоже съест. Что с собой? Доброе утро, миру. Так приятно, что на папе сразу бежит. Да? Просто ты скажи, первый стоял на дороге. Слушай, будешь? Что говорить? Чуть-чуть. Долго. Вкусную кашку будешь маме делать? Суп. Суп хочешь? Да. Хорошо, сейчас придумаю тебе суп. Молочный? Мясной? Белый? Молочный? С оленин? Белого. С лососин? Я хочу Это вот тот самый, это Долган, Настя говорит, который вот. Единственный Долган блондин. А, какой сырный? Где твой? У тебя тут динозавр. Ты Вовка кто? Да. Я Вова. А ты Вова кто? Ты какой-то супергерой? Да. Ты какой супергерой? А? Я Человек-паук. Человек-паук? Ага. А папа кто у тебя тогда? Халк. Халк? Да, Халк, это который очень сильный. Может быть, папа у тебя Человек-овца-бык? И я Халк. И ты Халк. А папа Человек-овца-бык, да? А? Да? Я тоже, у меня лоб такой, как у овца-быка. Ага. Проблемы прошибаю, да? Давай, раскладывай здесь. Продавец Вова, я бы хотел у вас купить вертолет, чтобы летать на нем в Волочанку. Сколько он стоит? 3? 3? Сейчас дам. Никочка, дай мне денежку. А у вас эти винты есть запасные? Винты, кажется, винты у вас есть? И да. Потеряли? Вот вам денежка. Я у вас купил вертолет. Нам очень нужен вертолет, чтобы перевести телятовца быков. Было бы все так просто. Межсезонье такое, что ничего нет. Гость приехал, а мы едим это, кашки, да? Кашки, макароны, да. Обычно, когда зима, рыба есть, мясо. Сейчас пока еще не добыли ничего. Купить не у кого, пока не продают. Поэтому все как в Лондоне и Париже. Кашки. Так бы я, конечно, сагудайчика с утра наверное. А мы вообще сагудай и строганину по утрам не едим долгана, мы только вечером. Нам кажется, что рыба снотворная. А мы русские едим. Мы только перед сном обычно. Я даже удивилась, когда в первое время Денис спросил сагудай на обед, на завтрак. Обычно у нас растопка.
С утра, когда встаешь, и тихо, хорошо думается. Никто не мешает. Голова свежая с утра. Планы какие-то строят на день. Вообще отлично с утра. Пока все спят. Сегодня мы берем Dodge Ram 2005 года с двигателем турбодизель на 2,5 литра. Мы превращаем этот большой, но слабый автомобиль в возвышающегося над дорогой зверя, который может справиться с самыми дикими местами в Калифорнии. Брайан Грейндис поднял свою преданность семье на новый уровень. Он пожертвовал ездой по бездорожью, чтобы заботиться о своих пожилых родителях. К сожалению, Наш губернатор нам помог. Поэтому висит флаг Красноярского края.
И губернатор нам помог. Отдали нам 10 телятов-цыбыков. Поэтому будет висеть флаг Ямала. Ну и флаг Таймыра, потому что мы здесь живем. Дайте, Степ. Это вот, видишь, папа занимается международной политикой, региональной. Устанавливает на ферме флаги дружественных нам территорий. Ямал нам друг, поняла? Ага, Ермила, сейчас натяну только, толстоватая палку взял. Нормально. А? Пургой. Так, отойдите, хоп, хоп, хоп. Толстая, видим, надо натянуть еще несколько сантиметров. Понятно, что ножом. Много еще. Ровно? Не выше флага Красноярского края? Ну, это гусиные крылья. Я хотел сделать такой вот арт-объект. Вот дерево арктическое, вросшее в вечную мерзлоту. И к нему сделать два крыла. Дерево пытается взлететь. Вот. Ну, сделаю потом, когда новых гусей добуду. Это уже собаки погрызли и утащили одно. Да? Это вы? Вы шкодите здесь все время у меня? Кто беременный? Кого как накормить? Да. Кто маленький? Ну что, Ермилыч, пурга, говоришь, будет? Ну я тебе сказал, я ему сказал уже, что будет пурга. Что, минут 15-20 нас есть отсюда убраться? Все надо быстро. Ну вот не успеем, если накроют, значит вернемся, встречайте обратно. Если доберемся, конечно. Есть, а дорога-то видать. Все нормально. Нормально? Да, я просто затвор не снял. Блин, без ружья ни в тундре не защититься, блядь, не бывает. Так, заряжать его не буду. Я патроны там положу рядом, всех не буду убирать. Пока не поймают человека, который тут вот этим сейчас занялся, я ружье убирать не буду всех. Все сидят дома, двери закрыты, никуда не ходят. Убивать никого не планируем. В целях самообороны вот на утку мелкая дробь, по ногам достаточно. Чехол здесь лежит. От детей прячу. Нет, в коридоре мне не надо. В коридоре я не успею ничего сделать. Пусть здесь лежит. Ой,
не выходит и не бьется. Куда? Никто что ли не... Сейчас приедут полицейские и будут его ловить. Кто ловить? Пойдем. Кто Не ловить? Кто ловить? Полицейский. Конечно, того дядю. Хочешь на него посмотреть? Зачем? Я не хочу туда ходить. Каким понятым, блядь, блин. Я тут и так, блин, как-то, блядь, во всех дырках затычка, блин. Шибистами сами разбираются. Я тут уже был как фотолюбитель, блин, на пожарах детские трупы фотографировал. Это ни участкового, ни главы, блин. Алло, зафиксируйте, пожалуйста, я там хожу, блин, горевшие детские трупы собираю, блин. Разные пожары. Они часто случаются. Вот девушка приходила, она сказала, парни местные, они поймали его, привязали. Он вроде как там что-то закрылся, а потом выскочил, они ружье-то забрали, потом поймали его. Ну, он холостой, одинокий парень, молодой, пьющий очень был. Еще не успел ни семьи обзавестись, ничего. Он один жил, у них молодежь все время собиралась, видишь. И это в один прекрасный момент. В магазин поехал? Что на буранах? Пешком может? Нет, пешком. Нет, на буранах. Подхватываем. Ну нормально, ну. Я сейчас скажу, а так было Ну, второго сразу обходить, вон может читаться. Еще один. Можно уходить. Горка. Ну что, Равиль, выпускаем в родной дом. Давай. Давай тебе с той стороны право первый маршрут, а я здесь. Может, ты сам? Да. Конечно. Ну, хорошо. Я уж Сейчас понаблюдаю. они, может, и побоятся, посидят, наверное.
Давай, малыш. Клади на эту. Денис, на крышку клади. Стояли, слушали феном, кому мешали. Ему нравится, по-моему. Ага, нравится. Фырчит, видишь? Скажешь, когда? Балдеть. Я думаю, сегодня я зашею. Ты его сейчас... Беги тогда, что недовольничаешь стоишь? А, еще один. Когда-нибудь у нас их будет сотни. Если мы их не будем обижать, конечно. Пошли, он пойдет. В Волочанке никогда не было, наверное, такого технологического прогресса. Дроны, вертолеты, светоходы, все технологии. Ладно, Я напугаю сделал. Он забор снесет. А ты, Еремеевич, учись такую штуку управлять. Я такую штуку тоже взял, чтобы так не бродить, это самое. Вышел с балка, облетел, тут все посмотрел. Все, ходить не надо. Что, Ермилович, что духи говорят по поводу овцевиков? Еще не время. Что говорят? Еще не время. Еще не время. Ну ты потом с нами поделишься, ладно? 2 дня. Еще надо знать. А где? Потом покушать. Ты дай нам сигарету. Где? Пойду я домой чай готовить. Давай, готовь. Они в дом зайдут. Сейчас пойдем погреемся Надо все. было сено туда положить. А ты сено там же, да? Доходит? Ага, зайду. Зашел один. Давай сразу ящики сюда расставим, все на них прям положим. Ты меня делает non tomo nyaga ye ni lengero non tomo nyangere ye jare ye